В приюте «Доброе сердце» раздался звонок. Грибники, исследуя лес, обнаружили недавно разродившуюся собаку, вокруг которой бегали целых 8 щенят. В лесной чаще, в полном одиночестве, практически лежачая мать отдавала все силы своим малышам, и бросить ее люди просто не смогли. Когда собаку привезли в приют, волонтеры пришли в ужас. Она была еще совсем молодой, но побитой жизнью, лицо в шрамах, впалые щеки, торчащие ребра. Зато щенки, крепкие и активные, видимо, мама действительно отдавала им все свои силы. Новой постоялице дали имя Бусинка и взяли под чуткий контроль состояние ее здоровья. Ладные и симпатичные малыши быстро разъезжались по домам. Все они были здоровы и упитаны, что было очень удивительно, учитывая то, что мама родила их в лесу, в полном одиночестве. Бусинка явно была гончей или близкой родственницей этой породы, так что, скорее всего, она просто потерялась во время охоты. Волонтеры искали ее прежних хозяев, но никаких результатов это не приносило. Пока ее детки разъезжались по домам, Бусинка набиралась силы и выздоравливала. Статная и крупная, она, несмотря на свою благородную внешность, была очень дружелюбной и игривой. Ей нужны были долгие прогулки и постоянное внимание человека. Для охраны и жизни на цепи она совершенно не подходила. Вскоре для Бусинки нашлись добрые руки. В полной уверенности, что все сложится хорошо, волонтеры отправили жить свою любимицу в частный дом с большой территорией, где радостной и любопытной собаке было, где поиграть и порезвиться. Так и прожила мать-героиня год со своей семьей, но затем вновь попала в приют. Из-за переезда люди решили вернуть Бусинку обратно. Она места себе не находила без хозяев и первое время очень тосковала, а волонтеры не понимали, как так можно было поступить с этой очень умной и послушной девочкой. Так и потянулись долгие дни для Бусинки в приюте. К счастью, без работы она не сидела, выезжала на кинологические и благотворительные мероприятия, где неизменно была любимицей публики. Еще год провела красавица и умница Бусинка без постоянного дома и единственных и неповторимых хозяев. Но в канун Нового года для нее случилось настоящее чудо. Юлия, которая приехала в приют, чтобы выбрать собаку для охраны, влюбилась в эту милашку. Так и поехала она жить в большой дом, но не во двор, а на самое почетное место, на диван. Стоит ли говорить, что в семье Юли от Бусинки все без ума? Поначалу, конечно, она не сразу привыкла к новому дому, могла сходить в туалет на диван, боялась, могла прикусить за руку. Но ее хозяев это не отпугнуло, и все трудности в итоге были преодолены. У Бусинки дома много друзей, с которыми они все делают вместе. Какое счастливое семейство! А Юлия теперь помогает приюту пристраивать собак и выступает в качестве их опекуна. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!